Привет всем! Сегодня готовим пирог «Королевская ватрушка». Нежная песочная крошка в сочетании с нежнейшим творожным таким кремом-прослойкой поистине царский тертый пирог. Начинаем! Начнем с приготовления теста, чтобы оно минут 15 полежало в холодильнике. В муку я добавляю 50 грамм сахара. Пол чайной ложки добавляем соли и щепотку соды. Вот так вот, совсем малость. Все хорошо перемешиваем. Берем холодный кусочек сливочного масла из холодильника и натираем вместе с мукой. Перетираем руками все до однородной крошки, тесто должно рассыпаться. Посмотрите, вот так. Теперь убираем это все в холодильник, чтобы масло не начало таять в муке, пока мы будем готовить начинку. Еще духовку сразу нужно разогреть на 180 градусов, потому что сейчас начинка буквально очень быстро приготовится, чтобы духовка успела разогреться. Основой начинки будет творог. Мне понадобится 500 грамм. Я готовила с разной жирностью творога, подойдет любой творог, только не берите обезжиренный. Так, и еще сюда 200 грамм, чтобы было ровно 500 грамм. Сразу сюда добавляем ванильный сахар и 150 грамм сахара. Можно заменить на сахарную пудру. Тогда добавляйте не ванильный сахар, а ваниль. Тогда текстура тоже получается немного другая, когда добавляешь именно пудру, а не сахар. Но это по желанию. 3 крупных яйца, если яйца мелкие, возьмите 4. И где-то 100-150 мл сливок, любых. Если дома сливок нет, можете не добавлять. Можно добавить, например, сверху еще одно яйцо. Но я даже не добавляю, если сливок нет. Просто со сливками после приготовления, когда он отстоится, чем-то он начинает мне быть похожим уже прямо вот на чизкейк. Так, и все будем перебивать погружным блендером. Значит, готовим форму. Дно и бока устилаем пергаментной бумагой. У меня формочка диаметром 22 сантиметра. Больше, чем 24 не берите, он будет низковатый. Когда духовка уже разогрелась, общую часть теста делим вот так на 2 половины. Одна чуть больше, другая чуть меньше. Та, которая больше, отправляем на дно формы. Распределяем равномерно. Я бы сказала, чтобы еще осталось, чтобы сделать немного бортики. Для бортиков немного придавливаем по бокам тесто вот так вот рукой. Оно в принципе рассыпается, но немного форму держать будет. Выливаем в форму всю начинку. Так, аккуратненько. Опа. Смотрите. Как раз практически до краев бортика у нас получилось. И сверху аккуратно присыпаем вот так вот оставшимся тестом. Причем хорошо насыпьте на края. Вот здесь, чтобы получились хорошие бортики, красивые. Немного вот так вот разровняем, чтобы бугорков сверху не было. Убираем в разогретую духовку на 180 градусов минут на 40-50. Смотрите, чтобы сверху не горело. Пирог приготовился, вернее торт. Значит, посмотрите, как понять, что он готов. Верхушка торта должна быть ровная. Где-то первые 40 минут, когда торт стоит в духовке, она такая просевшая. И только уже за последние 20 минут она поднимается серединка. Вот так я определяю. Если у вас сверху подгорает, просто уменьшите температуру. В таком состоянии торт оставляем остывать, даже формочку не снимайте. Где-то на час-полтора, чтобы он полностью остыл. Чем дольше постоит, тем лучше он тогда отстоится. Значит, у меня он пекся в этот раз 1,5 часа. У меня прошел целый час, а формочка все равно чуть-чуть тепленькая. Открываем. Ой, даже видите, пергамент прям отпрыгивает с краев. Убираем пергамент. Значит, посмотрите, как осел. Вот так и у вас должно получиться. Но он достаточно высокий. Смотрите, как бортики поднялись. Так, ну что, пробуем? Так, и вот здесь. Ой, ну пахнет вкусно, ароматно. Я люблю выпечку с творогом.
Так, достаем. Посмотрите, вот наша ватрушка. Вы представляете сейчас, насколько это вкусно? Песочное тесто и нежный творог. Смотрите, как нежно отламывается, просто такой весь воздушный. По запаху, значит, напоминает такой какой-то вот творожно-сливочный вкус. Ну, собственно, так оно и есть. Значит так, еще слегка теплый творог. Сверху такая хрустящая корочка, вот эта вот верхняя, она подхрустывает, а нижняя, она чуть-чуть потянула на себя влагу творога, но это вкусно, круто. Когда это все остынет, это тоже вкусно, потому что творог лучше всего естся, когда он именно остывший. Но этот пирог даже когда просто теплый, очень вкусный, к чаю, к кофе или к молоку. Называйте как хотите. Торт, пирог, ну по идее это пирог, потому что все печется в духовке. Если бы здесь был перемазанный крем, тогда бы это был торт. Всем приятного аппетита! Напишите мне комменты и отзывы, жду ваши фотки в инстаграме. Значит, что еще можно сделать с начинкой? Я экспериментировала и добавляла немного сметаны и чуть больше сливок. И тогда выдерживала на температуре 110 градусов где-то час или час 10. И он еще больше тогда похож на чизкейк, прям такой вот идеальный. Единственный момент, что в чизкейке не должно быть воздуха внутри, а здесь будет, потому что, ну, другой немного принцип приготовления. Попробуйте и так, напишите комменты и отзывы. В середину можно добавить любые сухофрукты. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите меня на телеканале R1. Пока! Всем привет, я Ольга Матвей. Я люблю готовить и делюсь рецептами блюд на своем YouTube-канале. О еде с любовью – это моя первая интерактивная книга. Здесь собрано 130 лучших рецептов, по мнению зрителей канала, а также более 600 пошаговых фотографий приготовления блюд. Изюминка книги в том, что возле каждого рецепта есть видео. Нужно лишь отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Смотрите, как это работает. Всем привет! Это канал Готовить Просто. Сегодня будем готовить очень вкусный фруктовый торт под названием Тропиканка. Покупайте мою книгу и будем готовить вместе.